Друзья, не прошло месяца, как Трамп снова переобулся в воздухе. Ведь несмотря на прошлые его планы заставить Китай платить по счетам, введя рекордные тарифы в 145%, Трамп в очередной раз дал заднюю и сказал, что пошлины на Китай будут существенно снижены, а он в свою очередь не будет играть так жестко, как раньше. Такая же история с увольнением Джерома Пауэлла. Ведь сначала Трамп говорит, что выгонит его по щелчку пальца, называя Пауэлла полным неудачником, но проходит пару дней, и Трамп как ни в чем не бывало говорит, что никого увольнять не собирается. И как вы можете заметить, Трамп скачет с одного стула на другой, начиная с инаугурации 20 января. Сначала тарифы вводит, потом объявляет паузу, говорит, что проучит Китай, но сразу все отменяет, обещает уволить Пауэлла и забирает свои слова обратно. И честно говоря, это уже вообще не серьезно, ведь это похоже не на обдуманное решение президента одной из самых влиятельных стран в мире, а на импульсивные выходки капризного школьника, которому все, что нужно, это внимание. Конечно, рынкам деваться некуда, и после новостей о снижении тарифов против Китая мы увидели рост, точно так же, как это было после объявления 90-дневной паузы. По классике одна за одной начали появляться новости, что коррекция закончилась, интерес к рынку крипты возвращается, и чуть ли не завтра мы пробьем 100 тысяч. И скажу честно, я буду только рад. Но, друзья, а не ловушка ли это для быков? Потому что если так разобраться, то кардинально ничего не изменилось. Давайте объективно. В лучшем случае пошлины против Китая могут снизить до 50%, что все равно хорошенько так бьет по инфляции. И сам Минфин США Скотт Бессент заявил, что для полноценного торгового соглашения с Китаем потребуется минимум 2-3 года. А где инфляция, там и высокие ставки ФРС. А где ставки ФРС, там и высокая доходность облигаций, что так или иначе ограничивает приток капитала в рискованные активы. Самая большая проблема Трампа – это громкие ложные заявления, которые, как показывает практика, ничем не подкреплены. И никаких гарантий того, что завтра Трамп не передумает и не повысит пошлины до 200% против Китая, нет. Поэтому сегодня в ролике я бы хотел разобрать, не формирует ли рынок бычью ловушку, после которой нас будет ждать еще одно падение. Также я отвечу на вопрос, было ли это дно рынка, расскажу настоящие причины смягчения риторики Трампа, мы узнаем, почему это может быть очередной блеф, проанализируем, что ждет мировую экономику дальше, разберем, как приход нового прокриптовалютного главы СЕК повлияет на рынок, и само собой проанализируем множество данных, которые подскажут нам, является ли этот скачок биткоина окончанием коррекции. Друзья, перед просмотром очень важная просьба: поддержите видео лайком, это самая лучшая благодарность за нашу работу, а мы же будем стараться выпускать больше новых роликов. И давайте наберем не меньше 2000 лайков, чтобы следующее видео было на тему альтов. Вам желаю приятного просмотра, меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, начинать с разбора вопроса, почему рынок вырос, мы не будем, ведь с этим и так все понятно. Тем более вся эта информация еще до публикации ролика вышла в нашем Telegram. Кстати, там, в отличие от YouTube, все важные новости и отчеты наши редакторы выкладывают заранее. Поэтому, если вы до сих пор не подписаны, рекомендую это сделать прямо сейчас. Ведь так вы раньше всех будете знать актуальные новости, а в крипте от этого зависит 50% успеха. Так что переходите и дополнительно узнаете, сможет ли текущий рост краткосрочных холдеров вызвать рост биткоина до уровня 100 тысяч. Но что по поводу тарифов Трампа против Китая? Неужели на этом все? И торговая война окончена? На самом деле, конечно же, нет. Трамп только сказал, что пошлины против Китая будут снижены, но они не будут 0%. То есть все, что мы имеем на сегодняшний день, так это якобы успешные переговоры с Пекином, которые почему-то китайские представители вообще не комментируют, и потенциальное снижение тарифов до 50 или 65%. И по факту получается так, что новости вроде бы и хорошие, но опять же все только на словах. И нет никаких гарантий того, что Трамп завтра или через неделю не начнет крутить свою шарманку сначала. Именно поэтому почти в каждом нашем видео еще с начала февраля я говорил, что самым главным катализатором для рынков является именно Трамп, который постоянно меняет свое мнение по несколько раз в день и делает громкие заявления, которые ничем не подкреплены, чтобы оставаться в центре внимания. Ведь вспомните хотя бы один день с начала года, когда не было ни одной новости, связанной с Трампом. На данный момент администрация Трампа рассматривает возможность значительного снижения тарифов на китайские товары. Однако, если Китай не согласится на предложенные условия, Трамп заявил, что США установят свои условия в одностороннем порядке. Кроме того, администрация рассматривает возможность постепенного снижения тарифов в течение 5 лет, особенно для товаров, не предоставляющих угрозы национальной безопасности. Но может ли Трамп врать по этому поводу? Да легко. Это характерно для его стиля ведения политики. Трамп известен тем, что он часто меняет свою позицию, и в ближайшие недели мы услышим множество новых заявлений, которые могут даже противоречить друг другу. А что по этому поводу говорит министр финансов США? Скотт Бессент заявил, что на то, чтобы подписать полноценное торговое соглашение с Китаем, может уйти аж 3 года. То есть даже при условии сохранения
сохранения тарифов 50%, это все равно очень негативное влияние для экономики. Вчера Китай заявил, что открыт для возобновления торговых переговоров, но при этом аналитики говорят, что Пекин может позволить себе дождаться более выгодной торговой сделки, поскольку давление на США усиливается. Проще говоря, Трамп дал заднюю. Китай воспринял это как сигнал слабости, и они поняли, зачем им сейчас подписывать сделку на 50% и идти на поводу у Трампа, если можно подождать и прогнуть свою линию, зная о зависимости США от китайского импорта. То есть новая риторика Трампа – это вовсе не окончание торговой войны. Плюс к этому Трамп, видимо, понял, что Пауэлла ему убрать не получится, а значит придется смириться с тем, что ставку понизить не скоро. Пока ожидается максимум 2 снижения в этом году, хотя если инфляция попрет вверх после таких тарифных игр, то дай бог получить хотя бы одно. Но в отличие от Трампа, Пауэлл хотя бы более предсказуем, и у него есть четкие цели, а именно инфляция в 2%. Следовательно, при условии сохранения высоких процентных ставок мы будем наблюдать, как доходность гособлигаций США растет. Ранее я вам рассказывал, что рост доходности по облигациям – это красный сигнал для Трампа. Он не хочет проводить рефинансирование госдолга по такой высокий процент в ближайшие полгода. Рост доходности конкурирует с акциями. Если можно получить 5% с облигаций, то рискованные активы становятся менее привлекательными. Поэтому вероятно, что Трамп продолжит делать громкие заявления, дабы держать контроль над рынками в своих руках. Он может заявлять, что экономика сильная, инфляция под контролем, намекать на будущее соглашение, как с тем же Китаем, хвалить доллар или наоборот критиковать его силу, чтобы вызвать движение капитала. Ну или сейчас он скорее всего сделает упор на тарифы против Китая. Вряд ли Китай просто подпишет все соглашения, за счет чего могут полететь новые угрозы, шантаж, ну в общем все в стиле Трампа. А реакция рынков будет соответствующей. Конечно, это только приблизительный сценарий, ведь Трамп полностью непредсказуем, поэтому нам и стоит рассматривать несколько вариантов, чтобы быть готовым ко всему. Ведь если вы смотрели это видео, то там я говорил, что как только появятся новости об охлаждении тарифов против Пекина, рынки тут же вырастут. Таким образом, прежде чем отвечать на вопрос, закончилась ли коррекция рынка, нам сперва нужно осознать, что четкого восходящего тренда в ближайшие месяцы мы не увидим. Но что значит четкого? Это как было в ноябре-декабре прошлого года. Тогда одна за одной публиковались хорошие новости, и рынок стабильно рос. Но сейчас с Трампом, который меняет свое мнение по 10 раз на день, это невозможно. Но с другой стороны, это праздник для трейдеров, которые зарабатывают на этой волатильности. Мы, кстати, также не упускали возможность торговать во время этих скачков на монете Injective. Ведь сначала со всеми участниками нашей подписки Coin22 Pro мы закрыли шорт на просадке его цены, а после на активном развороте зафиксировали в плюс лонг, поскольку заранее получили оптимальные точки входа. Но подписка Pro – это не только ежедневные готовые торговые идеи, а это еще пошаговое обучение, поддержка, сопровождение на всех этапах, помощь в сборке спотового портфеля из самых перспективных монет и в целом лучший сервис для каждого криптоинвестора. Ведь мы не просто делимся полезной информацией, а нашим личным опытом. Пока вы смотрите это видео, аналитики Pro продолжают публиковать множество сделок. Поэтому, чтобы использовать волатильность, которую вызвал Трамп, в свою пользу, переходите по ссылке в описании, напишите нам, и вы получите всю подробную информацию. А мы давайте разберем, является ли этот локальный рост бычьей ловушкой. Давайте сразу разберем, что указывает на то, что этот рост временный, и ситуация на рынке может ухудшиться. Сразу подчеркну, когда я говорю рынки, я имею в виду акции, а также крипту, ведь они коррелируют и тесно связаны между собой. Во-первых, Всемирная торговая организация пересмотрела свои прогнозы, и теперь ожидается, что в 2025 году мировая торговля товарами упадет на 0,2%, а ведь еще в начале года ждали рост почти на 3%. В прошлом году был плюс 2,9%, а теперь минус. Особенно тяжело придется Северной Америке, именно ее торговля пострадает больше всего. В то время как Азия и Европа, хоть и покажут рост, но очень скромный. И это еще не все. Если США действительно поднимут взаимные тарифы после 90-дневной паузы, то торговля может просесть сразу на 1,5% в этом году. А что же в 26-м? Рост вроде бы будет плюс 2,5%. Но это ниже прошлого прогноза. В общем, мировая торговля сейчас явно переживает не лучшие времена. Во-вторых, доходность по десятилетним казначейским облигациям. Она вчера внезапно развернулась и ушла в зеленую зону, прямо посреди торговой сессии. Сейчас доходность снова выше отметки 4,4%, а все из-за новостей про тарифы, потому что один заголовок говорит одно, следующий прямо противоположное. В итоге рынок просто мечется туда-сюда, а инвесторы пытаются понять, кому вообще верить. Если вернуться к биткоину, то в последних наших роликах я отталкивался от этой нисходящей линии тренда, которая сдерживала рост. На прошлой неделе цена ее пробила, а также было пробито сопротивление на уровне 88 тысяч. В этом случае мои ожидания не оправдались, так как я ожидал локальное падение в эту область. Тем не менее, ликвидация шортов на 500 плюс миллионов долларов вот в этой области на фоне новостей про тарифы Китая дали
себе знать, и цена резко подскочила вверх. Также на рост повлиял приток капитала в ETF. Но опять-таки нас же интересует не локальный скачок, а вопрос по поводу формирования восходящего движения в целом. Так вот тут есть некоторые сомнения. Вот что говорит рынок. Годовая премия по двухмесячным фьючерсам по биткоину всего 6%, а в нейтральных условиях это норма. То есть особого оптимизма тут не видно. Да, с 20 по 22 апреля биткоин подскочил на $6840, но это не сопровождается всплеском ожиданий среди профессиональных инвесторов. И да, у трейдеров уже флешбеки от уровня 90 тысяч. Помните, как в марте биткоин добрался до уровня 95 тысяч, а потом сразу упал до 81. После январского пика на 109 тысяч это все равно оставило осадочек. Люди просто не верят, что мы удержимся на этих уровнях. При этом биткоин сейчас всего на 16% ниже своего исторического максимума. Для сравнения, S&P 500 просел почти так же, 14,5%. Так что кажется, эра безбашенного риска реально заканчивается. Интересно, даже в условиях самой глубокой просадки биткоин упал меньше, чем такие компании, как Nvidia, Amazon, Meta и Tesla. А это уже звоночек. Добавим сюда политический фон. Министр финансов США Бессент говорит, что торговые разборки с Китаем неустойчивы и возможно пойдут на спад, но в то же время Трамп обвиняет ФРС в том, что они душат экономику, не понижая ставки. Короче, классика, полный инфошум. А еще доходность по двухлетним облигациям падает и сейчас составляет 3,8% против 4% месяц назад. Люди бегут в гособлигации за надежностью, но биткоин, несмотря на это все, вырос на 6,3% за месяц. И это реально заметно на фоне общей турбулентности. А что там опционы? Индикатор 25% указывает на уровень минус 2%. Это нейтрально, то есть рынок пока не ждет четкого продолжения роста. Настоящий бычий настрой был в конце января, когда биткоин стоил 105 тысяч. Сейчас до этого уровня еще далеко, но опять-таки это ни в коем случае не является сигналом к продаже, особенно если вы планируете держать долгосрок или в среднесрочной перспективе. Учитывая, что сейчас творится на рынке с этим Трампом, мы должны всегда учитывать две вещи. Первое, всегда держать крипту в портфеле. И второе, всегда должны быть готовы откупать на просадке. Я еще раз повторюсь, Трамп непредсказуем. Никто, кроме его сынка, который вовремя покупает и продает крипту, не знал, что он резко изменит позицию в отношении Китая. Но также мы не знаем, что он может ляпнуть завтра. Поэтому в данном случае тактика покупки на разных ключевых уровнях работает на ура. Кто смотрел это видео, знают, что там я показывал оптимальные диапазоны покупки популярных альтов. У многих монет первые уровни уже сработали, что позволяет сейчас оставаться в плюсе. Но при этом есть более низкие диапазоны в случае глубокой просадки рынка. Такой подход в накоплении монет делается не просто так. Экономика, трейдинг и инвестирование никогда не будут точными, ведь во всех этих направлениях главную роль играет человеческий фактор, и мы не можем с вами на 100% знать, как поступит тот или иной человек. Поэтому, имея несколько сценариев, уровней покупки и вариантов для трейдинга, мы имеем больше шансов оказаться в плюсе. Так что не стоит выставлять одну лимитку и на нее молиться. Смотрите на рынок более широко и прорабатывайте множество исходов, чтобы найти самый оптимальный. И если уж говорить про биткоин, то вероятно мы увидим разворот в эту область, поскольку скоро нас ждут новые данные по инфляции, отчеты компаний США, а в следующем месяце также много новых данных и еще заседание ФРС, что явно вызовет напряжение на рынке. Кстати, еще интересной метрикой поделился глава 10x Research Маркус Тиллен. Он говорит: эй, народ, не теряйте голову. Да, рост есть, но ключевой индикатор, выпуск стейблкоинов, пока не показывает высокой активности. А это важно. Но почему? Потому что именно приток стейблкоинов часто сигнализирует о появлении настоящих денег на рынке, а не просто трейдеров, играющих на плечах. По мнению Тиллена, биткоину может понадобиться тестировать уровень 99 тысяч, но без поддержки в виде стейблкоинов этот рост может быть ненадежным. Он также отметил, когда растет только кредитное плечо, а не приток ликвидности, это скорее всего признаки краткосрочных спекуляций, а не уверенный бычий тренд. С другой стороны, аналитики отмечают, что мы видим реальный спрос, а не просто ажиотаж. По некоторым отчетам, это не вспышка трейдеров, а настоящее движение инвесторов. Хотя с другой стороны, нужно учитывать, что биткоин и другие активы уже закладывают последние новости в свою цену, и при этом нужно понимать, что на уровне 95 тысяч сохраняется сопротивление. Но из положительного напоследок хотел бы разобрать официальное вступление в должность главы SEC Пола Аткинса. На крипторынке в США начинается новая эра. Сам Аткинс сказал, что для него это большая честь и он рад снова вернуться в SEC. Теперь его миссия – продвигать честные и эффективные рынки. Ну и конечно же, защищать инвесторов. Но самое интересное, Аткинс считается куда более дружественным к крипте, чем прошлый глава SEC Герри Генслер, который работал при Байдене. Пол Аткинс уже сменил временного Марка Уэйда, который, кстати, в январе помог создать целевую группу внутри SEC. Они пытались наладить диалог с криптоиндустрией, а теперь это может получить еще больше развития. И вот что круто, под руководством Аткинса SEC уже начала закрывать некоторые дела, как, например, против Coinbase, Consensus, биржи Gemini и даже Uniswap. И сообщается, что 25 числа SEC проведет встречу, посвященную криптовалюте, на которую придет новый глава SEC. А еще сейчас на столе у SEC более 70 заявок на крипто-ETF. Аналитики из Bloomberg даже шутят, что с приходом Пола Аткинса заявки одобрят все, начиная от ETF на XRP Solana
криптону, заканчивая даже мемкоинами. Так что США, похоже, ждет новый этап крипторегулирования. Поэтому обязательно будем следить за новостями. А на сегодня все. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих заявлений Трампа. Также можете указать ваши краткосрочные прогнозы рынка, а я с командой отправляюсь готовить для вас новое видео. А чтобы вы его не пропустили, жмите колокольчик. Вам желаю удачи, до скорых встреч!